Здорово, народ! И как я думаю, по превьюхе вы догадались, сегодня будет обзор 4 бюджетных пар кроссовок от компании Asics и Mizuno. Поехали! Все эти кроссовки мне любезно предоставил интернет-магазин Мегаспорт, за что им отдельное спасибо. Ссылочка на их магазин и на все эти модели будет в описании под этим видео. Я понимаю, что не совсем корректно сравнивать средний ценовой сегмент с топовыми моделями, но все же сегодня в этом видео мы с вами попробуем это сделать. Ну и сравнивать мы будем моделью Mizuno Momentum, по совместительству моими любимыми волейбольными кроссовками на данный момент. Сразу же хочу ответить на вопрос, почему у меня разные кроссовки. Они не разные, это одна и та же модель, просто в синей и в белой расцветке. Синюю пару кроссовок в личное пользование мне предоставил интернет-магазин Мегаспорт, а белую пару мне прислала сама компания Mizuno. Ну и перед тем, как начать детальный обзор всех этих моделей, хочу обратиться к вам, мои зрители. Напишите, пожалуйста, в комментариях о своем личном опыте пользования данными моделями кроссовок, если они у вас были. Если нет, то какими вы сейчас пользуетесь. Потому что для большинства зрителей, я более чем уверен, возможно, эти кроссовки не подойдут, и им будет интересно узнать личный опыт человека, который в кроссовках занимается, который, допустим, ему интересны, подходят или есть возможность приобрести и так далее. Тем самым я надеюсь, что данное видео будет интересно вам не только тем, что я сделал обзоры на данные модели, но и тем, что вы сможете всегда в комментариях под этим видео найти опыт личного пользования других волейболистов, может быть этими моделями, а возможно какими-то другими. Итак, начать хочу с кроссовок компании Mizuno Huracan 3. Первое, что вы заметите, когда эти кроссовки окажутся у вас в руках, то что они безумно легкие, а особенно если сравнивать с баскетбольными моделями. Вес в размере 8,5 составляет 279 грамм. Они на 76 грамм легче моих Mizuno Momentum. И в тот момент, когда я в магазине выбирал, какие взять кроссовки на обзор, это меня очень сильно подкупило тем, что они очень легкие. И как мне казалось, это будут очень хорошие кроссовки для теста. На самом же деле все оказалось не так просто. К сожалению, материал, который используется в данных кроссовках, просто физически не позволил мне их полноценно протестировать, потому что при сгибании материал в области сеточки сгибался таким образом, что просто передавливал мне пальцы в ноге. Поэтому все, что я смог в них сделать, примерно 5-10 минут поноситься по залу и понял, что мне физически просто неудобно находиться в этой обуви. И дальше я перешел к обзорам других моделей. То есть вслепую покупать данную модель я точно никому не советую. Если у вас по факту есть возможность прийти в магазин и проверить данную модель, сравнить с другими, то, конечно, вы можете выбирать. Возможно, дело в том, что у меня очень длинная стопа, и для меня не совсем это удобно было. То есть, если смотреть в других кроссовках, то место излома у них примерно точно такое же. Но здесь сам материал загибается внутрь в момент, когда вы сгибаете ногу. Если сравнивать на других кроссовках, я специально после этого решил посмотреть, то здесь сам материал, где сетка, он сгибается наружу и тем самым не передавливает пальцы. Я пытался это исправить, пытался выгнуть материал в обратную сторону для того, чтобы понять, может быть, это какой-то единичный случай, но мне передавливало на обеих ногах это, поэтому, как мне кажется, решение может быть и интересное, то есть это более износоустойчивые кроссовки по сравнению с остальными, но вполне возможно, конкретно данному месту необходимо разноситься. Но, честно, я не готов мириться с этим, поэтому из среднего ценового сегмента эти кроссовки я однозначно не рекомендую, если вы их не будете мерить по факту в магазине. Также в этих кроссовках присутствует дополнительная петля, через которую вы можете пропустить шнурки, и тем самым вы сможете дополнительно защитить свой голеностоп от подворачивания. Специально на себе проверил, так как у меня очень подвижный голеностоп. Разница с шнуровкой на последнюю и предпоследнюю петлю составляет порядка 1,5 сантиметров. То есть сдерживающий эффект есть голеностопа от заламывания, но он не совсем большой. На вентиляции, думаю, нет смысла останавливаться, так как 40% этих кроссовок покрыты вентиляционными отверстиями. Само собой, ноги очень хорошо дышат, и у вас никаких дополнительных проблем от того, что регулярно и сильно потеют ноги, возникать не должно. Теперь по поводу амортизации. Для понимания всей картины, последние, наверное, лет 10 я регулярно занимаюсь только в кроссовках топовых моделей. То есть все кроссовки, которые у меня были действительно последние 10 лет, они все были из максимально премиального сегмента. Здесь же впервые я смог проверить, протестировать именно средний ценовой сегмент. И что меня очень сильно удивило, то что они очень сильно отличаются. В данном кроссовке присутствует 3 амортизационных слоя. Первый мягкий, который идет, собственно, под самой пяткой. Второй идет пластик через половину кроссовка, который, собственно, отвечает за разгибание его самого. И последний идет самая жесткая резина, которая по факту даже не мнется пальцами. То есть, что я хочу сказать по поводу этих кроссовок. Амортизация здесь небольшая. То есть, человек с прыжком более 80 сантиметров вполне возможно будет испытывать определенный дискомфорт после полноценной тренировки. То есть, час в них отбегать, отпрыгать с действительно высоким прыжком будет очень проблематично.
Следовательно, чем человек ниже прыгает, чем меньше его активность на ударной нагрузке, тем меньше он будет это ощущать. То есть эти кроссовки рассчитаны на непрофессиональных волейболистов, давайте сразу же это обозначим. То есть для начинающих волейболистов, для любителей, для детей. Я сейчас сталкиваюсь с таким очень интересным моментом, что большое количество родителей или просто сами дети понимают, что они не хотят покупать себе дорогие кроссовки в связи с тем, что не совсем понимают, будут ли они заниматься этим видом спорта, тем, что дети очень быстро растут, они их теряют. И, следовательно, покупать каждые 2-3 месяца кроссовки за 12-15 тысяч далеко не все готовы. И поэтому есть вопрос, какие кроссовки лучше всего покупать для растущего ребенка, для того, кто хочет только понять, стоит ему вообще заниматься данным видом спорта, понравится, не понравится и так далее. Поэтому по поводу данных кроссовок, они в среднем ценовом сегменте, но я бы не рекомендовал их действительно без примерки покупать. Вполне возможно, они сядут идеально под вашу ногу, но, как лично по мне, они мне абсолютно не подошли. И в данном обзоре я ставлю им единицу, просто единицу фактически по всем параметрам, которые здесь могли бы быть. Поэтому если кто-то сейчас из вас пользуется данными кроссовками, напишите, пожалуйста, в комментариях о своем личном опыте пользования. Вполне возможно, что во вторых Huracan или в первых не было таких проблем. И конкретно в данной модели с этим столкнулись. К сожалению, я предыдущие модели не тестировал. Далее у нас пойдут апкорты третьи от компании ASICS. Очень большое количество людей лестно отзывались о данной модели, поэтому я также решил ее протестировать среди этих бюджетных моделей. Ну и начать, конечно, хотелось бы с самой очевидной вещи, то что все кроссовки из этого обзора идут в низкой версии. Конкретно в данной модели идет минимальное количество петель, тем самым свобода голеностопа создается максимальная. То есть, в принципе, физически, если ваш голеностоп позволяет выгнуть ногу на 90 градусов, то косточкой вы без проблем сможете коснуться пола. То есть данная модель абсолютно вас не защищает от случайного подворачивания голеностопа. Ну и за строение кроссовка здесь очень удобно использовать специальные защитные суппорты для защиты голеностопа. Так как слышал, что довольно-таки проблематично засунуть ногу с защитным суппортом голеностопа в высокие кроссовки. Поэтому если вы им пользуетесь, вполне возможно, что данная модель кроссовок для вас подойдет. По поводу вентиляции могу сказать, что она здесь отличная, потому что здесь абсолютно по всему периметру есть вентиляционные отверстия. Да и в целом все кроссовки из этого обзора идут с максимально хорошей вентиляцией. Но конкретно в апкортах заметил интересный момент, что в момент сгиба кроссовка вот в этих вот двух местах создается не совсем обычные изломы, и, как мне кажется, от небольшого внешнего воздействия, в принципе, здесь сеточка может со временем надорваться. Отмечу, что это мое личное предположение, и поэтому, если сейчас среди моих зрителей есть пользователи данной модели, напишите, пожалуйста, в комментариях, как там сейчас поживает ваша сеточка на кроссовках и как давно вы ими пользуетесь. Вес данной модели составил 275 грамм в размере 8 US. Это самые легкие кроссовки из обзора, но не самые лучшие. По поводу амортизации могу сказать, что она здесь находится на среднем уровне. То есть она довольно-таки приятная, но если человек прыгает более 80 сантиметров, то в принципе данные кроссовки будут создавать определенный дискомфорт в ваших коленях, особенно после продолжительных тренировок. То есть для начинающих игроков данные кроссовки более чем подходят. Единственное, обратите момент на то, что данные кроссовки не защищают ваш голеностоп от случайного подворачивания. По всем остальным моментам к этим кроссовкам нет абсолютно никаких нареканий. Абсолютно у всех этих 4 моделей отличное сцепление как в пыльном зале, в более-менее пыльном зале, в котором мы, собственно, играем в волейбол, также и на хорошем резиновом покрытии. Сцепление у них у всех просто потрясающее. Далее у нас идут циклоны вторые от компании Mizuno. Из всех тестируемых кроссовок я однозначно могу сказать, что здесь оказалась самая приятная посадка для моей ноги. Дело в том, что у меня очень длинная и узкая стопа. И как раз таки в момент обзора я специально бегал в разных кроссовках, то есть на правую ногу одевал один кроссовок, на левую другой. И пытался понять, чем они отличаются. То есть вот данные модели были действительно максимально близки друг к другу, но все-таки чем-то они отличались. И когда я с одних в другие переодевался, я не совсем мог понять. И после этого я их специально одел по отдельности и заметил очень интересный момент. Сейчас у меня в руках 9 размер циклонов и 8 размер апкортов. Что интересно, по высоте между собой они не отличаются. Но вот в ширине разница почти 1 сантиметр, апкорты шире, чем циклоны. Возможно, именно поэтому в момент теста в апкортах у меня нога немного свободно сидела в этих кроссовках, при том, что я зашнуровывал довольно-таки сильно. А в циклонах было ощущение, что эти кроссовки создавались именно под меня. В этих кроссовках присутствует дополнительная петля, всего их здесь 7 против 5 в апкортах. И из-за самого строения кроссовка, если пропускать шнуровку через последнюю петлю, то в целом защиту голеностопа можно сказать, что она здесь одна из самых высоких из всех обзорных кроссовок.
Но в любом случае это низкие кроссовки, и они не имеют полноценной защиты голеностопа от случайного подворачивания. И как я раньше уже говорил, к вентиляции и сцеплению нет абсолютно никаких нареканий. Вес в размере US 9 составил 306 грамм. Данная модель очень плотно сидит на узкой стопе, поэтому если у вас широкая стопа, то скорее всего также данную модель вслепую я покупать вам не советую. Из всех обзорных кроссовок однозначно эта модель мне понравилась больше всего. Ну и последними были гель Rocket 9 от компании Asics. В этих кроссовках также присутствует дополнительная петля, но из-за самого строения кроссовка, даже если вы зашнуруетесь на самую последнюю, седьмую петлю, нет абсолютно никакого эффекта защиты голеностопа. Вопросов к сцеплению, амортизации и вентиляции в данных кроссовках у меня нет. Это действительно модель бестселлера, ее очень много покупают, ее очень много советуют. И как раз таки я пытался разобраться, чем же она так интересна. Вес данных кроссовок составляет 313 грамм в размере US 8,5. Оценку данной модели, как и циклонам, я поставил 4 из 5 в сравнении с топовыми моделями. И как мне кажется, их популярность обусловлена их доступностью и практичностью. Это действительно очень хорошие кроссовки без каких-то существенных недостатков. И все-таки, как мне кажется, они рассчитаны на любительский и средний уровень игры. Ну и теперь, подводя итоги по всем этим моделям, сразу же могу сказать, что Хураканы я не могу вообще в принципе посоветовать, так как эта модель мне просто физически не подошла по анатомии моей ноги. Далее, рассматривая оставшиеся модели, могу сказать, что апкорты подойдут тем, кто любит абсолютную свободу действия своего голеностопа. То есть здесь нет никаких ограничений. Если ваша нога способна загнуться на 90 градусов, то эти кроссовки позволят вам это сделать. Единственный вопрос здесь идет в износостойкости передней сеточки. В принципе, если вы не будете контактировать с ногами своих одноклубников, то наверняка эти кроссовки прослужат вам очень долго. Ну и как мне показалось, данные кроссовки рассчитаны именно на широкую стопу. И поэтому, если все вышесказанные моменты вам подходят, то в принципе эта модель однозначно ваш выбор. Циклоны вторые от Mizuno. Однозначно лидеры в данном обзоре лично для меня тем, что я именно люблю, когда кроссовки максимально плотно облегают ногу абсолютно везде, то есть начиная с пальцев до пятки. Так как очень часто в многих кроссовках у меня вот здесь вот определенная свобода действия ноги создавалась, это было не совсем комфортно, особенно когда я действительно планировал максимально много и максимально высоко прыгать, потому что даже небольшие какие-то смещения внутри кроссовка создавали определенный дискомфорт. Данные же кроссовки были сделаны как будто бы, как я уже говорил, именно по моей ноге. Но все-таки эти кроссовки будут именно средним ценовым сегментом, так как в сравнении с Mizuno я могу сказать, что здесь амортизация значительно хуже. Но для любительского уровня данные кроссовки подойдут просто идеально. Ну и последние гель Rocket всеми так любимые. Честно, я пытался найти хоть какие-то недостатки, но если сравнивать с другими моделями более высокого и дорогого сегмента, то в принципе здесь сравнение не совсем корректно. Опять же, сравнивая их в их ценовом сегменте, они являются топовыми. То есть здесь используется все то, что должно быть в кроссовках за эти деньги. Лично для меня недостатком в этой и во всех остальных моделях являлась недостаточная амортизация и высота самого кроссовка, так как я привык играть всегда в высоких кроссовках. Но если у вас нет такого бзика и вы не прыгаете постоянно на всех своих играх под 100 сантиметров, то в целом данные кроссовки однозначно вам подойдут. Вот такой вот небольшой и, как я надеюсь, полезный обзор у меня получился. Не забывайте, что все модели из данного обзора вы сможете приобрести в интернет-магазине Мегаспорт, ссылочка на который будет в описании под этим видео. Там же я оставлю промокод на скидку и период его действия. Ну и как я обещал, пару слов о кроссовках Momentum, которыми я сейчас пользуюсь. Если же вас интересует более подробная информация по этим кроссовкам, то чекайте всплывашку, там есть полноценный обзор. На данный момент я не столкнулся ни с одним видимым недостатком данных кроссовок. Я однозначно могу сказать, что в принципе мне здесь не хватает амортизации, если сравнивать ее с альфа-данками, но альфа-данки весят почти на 100 грамм тяжелее. То есть, собственно, здесь сами технологии отличаются. В альфа-данках я однозначно могу заниматься прыжками, и мои ноги не устают. То есть я специально тестировал, я занимался 2 часа в этих кроссовках, после этого 2 часа занимался в альфа-данках. И вот после альфа-данков ощущения в коленях были просто как будто я не прыгал. В этих кроссовках все-таки ноги устают. Но в альфа-данках нет такой свободы действия. То есть на площадке немного тяжелее перемещаться из-за того, что эти кроссовки более тяжелые. Но именно для занятий волейболом подходят эти. Тем, что они легче, в них намного быстрее, резче. И здесь вот как раз таки такая качель. Если необходима максимальная амортизация, то приходится выбирать кроссовки именно с таким бонусом. Здесь же я выбирал то, что мне, во-первых, они сели по ноге. Здесь, возможно, само строение кроссовок Mizuno, оно именно вот для меня максимально приемлемо. Также мне здесь понравилось сцепление. Оно здесь действительно потрясающее. То есть, самое что удивительное,
Буквально только, наверное, первую тренировку, когда резина еще была не совсем сношена, то есть все-таки необходимо их было хоть чуть-чуть обкатать, обцарапать. Сейчас у меня нет абсолютно никаких проблем с проскальзываниями. Единственное, где оно было, это просто на мокром полу. То есть у нас один из ребят прокатился, и там было потно, собственно, нога там проехалась. Но это нормальное явление, так кроссовки, в принципе, себя должны проявлять. Поэтому, если говорить о действительно кроссовках, которыми вы будете постоянно пользоваться, они будут вас максимально удовлетворять именно в плане регулярного пользования игр волейболами, то могу посоветовать Mizuno Momentum. Они также продаются в интернет-магазине Мегаспорт. Единственное, что сейчас в наличии есть только белая расцветка. То есть, насколько я знаю, синий вообще уже в принципе нигде не купить. А белый — это последняя партия, которая приезжала, и наверняка еще какие-то размеры остались. Поэтому, если интересно, ссылочка на них будет также в описании под этим видео. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забывайте поставить лайк этому видео. Меня зовут Егор Пупынин. Всем удачи. Пока. Reaching for the stars, traveling so far.